И всем доброго вечера и приятного просмотра, с вами Tiazar, он же Максим Бривка. И сегодня мы с вами продолжим прохождение игры Vampyr. Хотя многие в русском сегменте называют его Vampyr. Но вообще правильно даже через Y читать Vampyr. Не устаю об этом повторять, в начале уже 3-го выпуска. И на 2 предыдущих выпусках я тоже об этом говорил. Но как бы там ни было. Сегодня мы с вами продолжим сюжетное расследование, но я вот не забыл тот момент, что вчера, ну точнее это уже было сегодня ночью, мы остановились на том моменте, что после сохранения у нас в районе Уайтчепела нужно подлечить одного дяденьку. Там есть и второй дяденька нелеченный, но к нему мы без 3-го уровня гипноза не можем проникнуть. Вот, а нам надо подлечить другого дяденьку. Так, чатик вижу. Сейчас прыгаем в саму игру. Так, все, мы в игре. Отлично. Уплывем как два острова, то одной волной. Так, отлично. Монетки. Вспомнил еще один момент. Монетки надо взять со шкафа. Так, ну вот смотрите. Вот этого дядьку мы уже который стрим не можем вылечить, потому что, чтобы с ним поговорить нормально, ну и дать ему лекарство, нужно зайти к нему в дом. А он нас не пускает. Вот. А чтобы он нас пустил против своей воли, так сказать, нам нужно применить на нем 3-й уровень гипноза. А уровень гипноза у нас до сих пор еще 1-й. И на прошлом стриме, как вы помните, я загуглил эту тему, потому что я реально не помнил, как прокачивать гипноз. И как выяснилось, что гипноз у нас прокачивается исключительно из-за продвижения по сюжету. То есть гипноз, точнее его уровень, это тот навык, который прокачивается по мере прохождения сюжета. Поэтому тут мы бессильны. Вот. Пока что вылечить этого дядьку, потому что, чтобы зайти к нему домой, нужен 3-й уровень гипноза. Так, вот здесь нам нужно подлечить вот этого Кадагана Бейтса, не особо чистокровного владельца такой ночлежки, любителя позарабатывать на горе горожан, но тем не менее, так как мы отыгрываем более-менее положительного вампира, мы стараемся всех лечить. Так, ну в 4-м районе города у нас вообще еще никто не известен, поэтому мы не знаем, больны они, не больны на данный момент. В районе больницы, смотрите, у нас все здоровые с вами. А здесь у нас тоже есть одна больная женщина. Кстати, к ней нам надо еще и по квесту, чтобы отдать часы ее убитого сына. Вот, и плюс еще у нас тут 5 неизвестных персонажей, ну то есть с которыми мы вживую не виделись. И в принципе я там просто не могу попасть во 2-ю часть района. Ну, либо я так смотрю, но это вряд ли, что я настолько криво смотрю, что не нахожу путь. Потому что там вот я нашел 3 места, откуда можно попасть вот в ту 2-ю часть района, где тоже есть жители. И со всех этих 3 направлений ворота закрыты. Либо они просто закрыты, либо там пишут, что открывается с другой стороны. Поэтому, скорее всего, мы туда позже попадем по сюжету. Поэтому сейчас вот эту даму Иннет Гиллингем мы тоже не можем вылечить. Так, а нам сюда, да, выйти можно? В принципе, куда бы ни вышли, я думаю, разберемся, куда идти. Вот, сейчас мы пойдем этого товарища подлечим, а дальше будем двигаться по сюжету. По сюжету мы расследуем дело о шантаже леди Эшбери. Леди Эшбери, она тоже вампир. Экон, но она такая уже более опытный вампир. Мы не знаем пока, сколько ей на самом деле лет, но явно она, как говорится, в вампирской теме уже довольно-таки давно. Это та самая женщина, разговор с которой мы слышали в начале игры. Вот, когда пришли в комнату, которую снимал доктор Свонси в кабаке. Лазурная черепаха. Я все время забываю. Черепаха помню, а какая она там? Лазурная, пурпурная. Вот этот момент я все время забываю. Так. Сейчас надо вспомнить, где этот товарищ стоит. А он где-то недалеко, кстати, должен стоять от сюжетной точки.
Вот здесь, по-моему, мы сейчас поднимемся по лестнице, и сразу он должен где-то либо стоять, либо... Вот он, которого надо подлечить. Mr. Bates. Evening, Doctor. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? Так, все. Его подлечили. Можно дальше двигаться по сюжету. По сюжету вспомните вот этот как раз небольшой участочек, амбулатория так называемая. Вот здесь ворота закрыты изнутри, и вот здесь ворота закрыты изнутри. И получается, мы туда как раз по сюжету через дом попадем. И тогда уже, наверное, откроем эти ворота, и в дальнейшем, даже не по сюжету, эта амбулатория будет нам доступна. Хотя, может, нас еще и не пустят сейчас. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now, goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Угу. Ну, как я за ним понаблюдаю, если там ворота закрыты? I cannot enter. Я ж отсюда не увижу. Он нас спалил. Так, может, теперь с той стороны? Короче, надо как-то за ним понаблюдать, чтобы что-то о нем узнать. И тогда, возможно... А, вот смотри, здесь через окно можно понаблюдать. Может, он сейчас сюда куда-нибудь зайдет? А вот, смотри, отсюда можно понаблюдать. Ну-ка. А вот и Дороти Крейн. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Дариус, главный помощник Дороти Крейн. А, вот, кстати, это последний человек в этом районе. Кстати, его неплохо бы подлечить. У него 3-я степень болезни, слушайте. Если у этого мужичка-то, я думал, что у него 2-я степень, это уже типа предел, а оказывается, еще он 3-я бывает. Но, естественно, что подлечить его, не зайдя внутрь, мы не сможем. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Найти Клейтона Дарби и Ричарда Нейтеркота. А, ну это поэт, и это все, я понял. Сейчас найдем. Журналист где-то здесь ходит, поэт на кладбище тусил. Просто что-то мне на какое-то время показалось, что у нас немножко похуже стало разрешение. Да нет. Разрешение стоит такое же. Так. Может, за счет дождя немножко картинка такая смазанная. А может, просто кажется. Бывает такое, знаете,
Особенно вот когда какую-то современную игру запускаю. Ну, я, как правило, все-таки стараюсь, которые прям недавно вышедшие игры, запускать не на ультра настройках, само собой, а на высоких, там, либо на очень высоких. И вот играешь, и в какой-то момент тебе начинает казаться, что, блин, вроде как-то не так немножко смотрится. Ты прибавляешь графику, перезапускаешь игру и смотришь, а все вроде так же смотрится. То есть иногда это чисто такой эффект самовнушения. Ну, по крайней мере, у меня бывает. Я не говорю, что так бывает у всех. Но у меня такая тема бывает. Так. It's locked. Доктор Рид. Так. Что-то журналиста мы пока не нашли. Сейчас... Оп, что такое? Букет. Небольшой букет, в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр. Ага. Так, Камелия тайно распространяет листовки амбулатории Дороти Крейн. Кстати, по поводу цветка, который в кабинете доктора Рида находится. Вот. Даже в Стиме есть ачивка полить этот цветок. Я пока специально не стал гуглить. Я думаю, что мы как-то найдем эту колбу с водой или этот кувшин. Вот. Но как-то это растение все-таки можно полить, и даже за это есть ачивка в Стиме. Вы работаете с сестрой Крейн? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Что вы знаете о Ричарде Ниттеркоте? Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Very well. Goodbye then. Ну да, поэт на своем месте. Журналиста сейчас еще поищем. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Так, ничего нового не появилось у него. Вы в курсе, чем занимается цветочница? Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Вы не особо любопытствуете. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Вы безнадежный романтик. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Да. Знаете Дороти Крейн? May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Дороти Крейн. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. О Дариусе Петреску? What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Так, Дариус, бывший румынский политический активист. Угу. I'll leave you alone, sir. Так, пойдемте искать журналиста. Опа. А вы что здесь делаете? У вас еще и несколько.
Вот он, да? Ну да. Good evening, Doctor. Can I help you? Здесь нет работы для мигрантов. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Спросите подпольную амбулаторию. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Так. Я забочусь о здоровье людей. I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. Так. У него нет родственников? He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Он не выходит из дома? He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Так. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ага. Так, найти почтовый ящик и письмо. Подожди. А тут что, на весь район один почтовый ящик? Напоминаю, это начало 20 века. То есть Первая мировая война, она еще продолжается, но она уже близка к завершению. И вы хотите сказать, что в это время на весь район города один почтовый ящик? Вы серьезно? Так. Так, а где он? Почтовый ящик. Почтовый ящик. Ага. Ну я вообще-то в урну залез, а не в почтовый ящик. Но там рядом реально был такой столбик а-ля красный. Это на самом деле, да, были в таком виде почтовые ящики. Точнее, такой формы почтовые ящики действительно были. А в некоторых городах по всему миру их даже и можно встретить и в наши дни. Хотя это уже будет редкостью. Письмо Дариуса Петреску. Мои дорогие и горячо любимые дети, мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вестей от меня. В Лондоне сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком вам, мои дети, ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые. Ведь вы уже взрослые, у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертва, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня моих внуков и помните, что отец любит вас, даже когда находится в этой холодной стране. Любящий вас отец Дариус Петреску. The content of Darius' letter to his children could give me more. Так, я хотел там на Дариуса посмотреть, подожди. Дариус не хочет видеться с детьми, потому что считает себя обузой. Так.
more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Пробраться в дом Дариуса Петреску. Дождь идет. Дождь идет. Тук-тук-тук. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Ага, то есть, смотрите, здесь второй уровень гипноза. Вот, кстати, вот как они делали, смотрите, это сюжетная миссия. Это основная сюжетная миссия. Гипноз прокачивается только при продвижении по сюжету. Зачем было делать заведомо тот вариант, который мы не сможем использовать, потому что у нас еще первый уровень гипноза, а вторым он станет только когда мы еще продвинемся по сюжету. То есть, получается, с одной стороны, это вроде бы как бы второй вариант есть, что можно при помощи гипноза войти, но с другой стороны, мы не можем этот вариант заведомо применить. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Totter. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Дом Дариуса Петреску. Так. Что тут у тебя есть, Дариус? По-любому же у тебя какие-то документики есть. Вот какой-то документик. Блин, а почему-то мне не открыл. Так, древние волколаки. Вот. Древние врыколаки. Копия статьи, посвященной членам Братства Святого Павла. За все время, что я провел в путешествиях, больше всего меня поразили острова Средиземного моря, в особенности остров Санторини. Там, на его выжженной земле, я искал следы вампиров. Сам Геродот упоминает об этом острове в своей 4-й книге, и лично я убежден, что эта часть суши хранит в себе много тайн. Многие полагают, что на Санторини даже сегодня больше вампиров, чем в любой другой части мира. Даже больше, чем на Карпатах. Скорее, в Карпатах все-таки. Жители острова считаются специалистами по выслеживанию вампиров, или врыколаков, как они их называют. По местным преданиям, врыколак – это мертвец, который не разлагается. Пока врыколак может напиться свежей крови, его лицо сохраняет ярко-красный цвет. Он может войти в дом только после того, как постучит и ему ответят. Чеснок обращает его в бегство. Солнечные лучи не убивают врыколака, но заставляют его кожу почернеть. Он может превращаться в волка и других животных. Больше всего меня поразило то, что данное название с небольшими вариациями распространено от Средиземноморья до Балкан. Греки называют его вриколакос, болгары и македонцы варкалак, а сербы вукадлак. Да, мои добрые братья, вукадлак – это слово так похоже на известное нам вулкат. Вулкат. Вот. Я написал его всего несколько слов, а по телу уже бегут мурашки. Лично я убежден, что здесь нам противостоят какие-то протовампиры. Возможно, они недостающее звено в цепи между современными вампирами и существами, которые были до них. Если Господь даст мне достаточно времени, то когда-нибудь я вернусь на Санторини и найду след этого древнего и забытого существа, утоляя жажду из источника знаний. Ашер Толтри, глава Братства Святого Павла. Так, сколько у нас уже листочков?
Ну так, здесь 6. А здесь 5. 11. 11 из 30. Ну, может еще и соберем все, а может быть и нет. По-моему, ачивки, как ни странно, да, но ачивки за сбор всех вот этих вот листков коллекционных. Ачивки нет, но зато есть ачивка за то, чтобы полить растения в кабинете доктора Рида. Но я уже сегодня об этом упоминал. Что у тебя еще есть? Может, еще где-нибудь у тебя документик какой-нибудь интересный лежит? Так, интересно, можно с ним поболтать? If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Так, а мы можем Do you его need some help, Mr. подлечить. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Все, его мы подлечили. То есть в этом районе у нас остается только вот этот товарищ, но к нему мы еще не попадем до тех пор, пока гипноз не станет 3-го уровня. Здесь у нас все здоровые, и состояние района санированное. Вот я вот не помню, можно ли будет вот это вот санированное состояние сохранять как можно дольше. Ну, наверное, если никого не жрать, вот, то, наверное, можно. Так, поинтересоваться жизнью в Лондоне. О настоящем имени сестры Крейн. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. О Камелии. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Вы не опасаетесь за нее? Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Кто она на самом деле? Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Если о чем? Tell me everything. I do not... Мы уже все о ней расспросили. Так. Вот тоже иногда немножко здесь, мне кажется, это все-таки именно просчет разработчиков. То есть, смотрите, здесь вот серым подсвечено, типа мы все темы обсудили. Вот о Камелии мы тоже все темы обсудили, но она подсвечена голубеньким по-прежнему. Ну, в смысле, понятно, что это белое, это голубенькое, но даже бывает такое, что поговорив на все темы таких вот особых репликах, которые связаны с подсказками, с персонажами, оно все равно более таким неярким светом подсвечено. А тут получается, как будто еще какая-то тема есть, но мы когда заходим, там новых тем нет. Ладно, бог с ним. О стихах Ричарда Ниттеркотта. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. У вас не осталось близких? Do you have any family left, Mr. Petrescu?
Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Мой отец тоже оставил нас. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Так, сейчас один момент. Так, покинете Англию после войны. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Так, вы сражались за независимость. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Так, как вы познакомились с сестрой Крейн? How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Вроде все обсудили. Goodbye, Mr. Petrescu. Главное, что мы его подлечили. Так. Найти Дороти в амбулатории. Так, сейчас надо сделать 2-минутный перерывчик. Вот. И через минутки 2-3 продолжим.
Сегодня 22, я думал, сегодня 21. Так. Там просто мама с днем сына поздравила. Так. Пошли. Вайтчепел. Так, мы теперь можем открыть ворота, во-первых. То есть теперь мы сможем сюда проходить всегда. Сейчас вторые ворота тоже пойдем откроем. Понятно, что Доротея за этой дверью. Поэтому мы осмотримся во дворе. Во дворе вроде ничего такого нет, да? Сюда запрыгнуть нельзя, на этот балкон. Амбулатория Дороти Крейн. Так, ну здесь по-любому тоже документик хоть один есть какой-то. Поэтому надо внимательно осматриваться. Еще двухэтажное здание. Письмо сестре Крейн. Лондон, 31 октября. Моя милая Доротея, когда ты прочтешь это письмо, я уже буду на корабле, который отвезет Антона и меня обратно в Брасов. Англия не для нас. Если честно, я мечтаю поскорее увидеть гордые холмы Трансильвании. Когда вернемся, я поставлю свечку в черной церкви за то, чтобы ты пережила эту страшную эпидемию. Я знаю, ты не одобришь мое решение. Ты твердо намерена помогать нашим товарищам в Ист-Энде. Но Антон мечтает вернуться на родину и увидеть, как начнется долгожданная революция. Он мой муж, и я его не покину. Мы с тобой часто спорили. Ты бы хотела, чтобы я осталась с тобой и помогала в клинике, но помни, если с тобой что-нибудь случится, если ты попадешь в беду и тебе будет грозить опасность, я немедленно вернусь в Лондон, с Антоном или без него. Пожалуйста, вспоминай меня так же часто, как я буду вспоминать о тебе. Нежно любящая тебя сестра Теодора. У нее есть сестра в Румынии. Так. Сейчас помогу. Сейчас помогу, подожди. Да. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Так, где соль и хинина? Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Так, обезболивающее есть? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all.
I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Так, что вы предлагаете? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Так, надо зашить артерию. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Так, доза адреналина. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Не We've спас. lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something Я вот не primitive. помню, можно его There было have been спасти numerous или нет. reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. Короче, он, походу, уже в скале обращаться начал. А Дороти увидела, как доктор показал клыки, но виду пока не подает. I doubt you're here to test my bedside. Так, образец крови. Резвана. Хорошо. Manners. Поговорить с Дороти Крейн. Сейчас поговорим. Так. To what do I owe this courtesy? It's locked. It's locked, all right. Здесь закрыто. This is an unfitting place for the illustrious Dr. Reed. You shouldn't be here. Подожди, ты зря сюда пришли. Не зря мы сюда пришли. Слушай, ну учитывая, что она... I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Что-то есть у меня подозрение, учитывая особенно, что она сама с Румынии. То, что она знает про вампиров. Так. Так продолжаться не может. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Так, почему вы выбрали леди Эшбери? But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport.
I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Ну да, она, походу, знает, и что леди Эшбери вампир. И, в принципе, она, когда увидела клыки доктора, она как-то слишком спокойно на это отреагировала. То есть, если бы она увидела это впервые, походу, она не просто о существовании вампиров знает, она их раньше видела. И вот сейчас по разговору я понимаю, что она знает, что леди Эшбери вампир. Почему не довериться доктору Свонси? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Цель оправдывает средства. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Прекратите шантаж. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Так, значит, объять. Я немедленно планую. Нет, кусать мы ее не будем. Так, я закрою на это глаза, но вы подадите в отставку. А можно еще загипнотизировать. Вы забудете обо всем, что произошло. Окей. Я думаю, это будет самый оптимальный вариант. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Интервью с вампиром дали ачивку. О, уровень гипноза. Есть новые горожане, которых можно убедить. Так, район пострадает в результате ваших действий. А почему он пострадает? Я ж ее не обратил. Я ее в тюрьму не отправил. А сфига ли пострадает? Она же забудет только о леди Эшбери. Я понимаю, если бы мы ей капитально стерли память, что она вообще забыла там про сестринское дело и так далее. Очень интересно. Ну ладно, какое приняли решение, такое приняли. Так, во, у нас уровень гипноза стал вторым. А со вторым уровнем гипноза мы с вами можем в районе доков пройти вот к этой вот, к Стелле Фишберн. Ей как раз нужен второй уровень гипноза. Так что мы вернемся в доки. Ну, сейчас мы здесь закончим дела, а потом вернемся в доки. А для этого нужен третий уровень гипноза. Ладно. Так, поговорить с леди Эшбери. Ну, это нам в больницу полюб... Что за звуки? Что там происходит? И что за... Ага, это стражи Привина явились. Ты что-то? Так, а сфига ли они сюда приперлись? Знаете, что я хочу еще попробовать поговорить с Дороти? Ничем не болеет. Ну, а чем я навредил, спрашивается район. Дороти осталась во главе района. Вот если бы мы ее, типа, выпили, и то не обратили, а именно выпили, она бы умерла, а учитывая, что она столб района, естественно, остальные бы, походу, начали жестко тоже там вымирать. Ну, либо очень часто болеть. Мы ее оставили в живых. Почему район пострадает от ваших действий? Мне написали. Вот это непонятно. Нет, я еще раз говорю, я не буду там, тем более, что игра на автосохранениях построена, тут уже особо и не подзагрузишься.
Вот, но просто интересно. Сфига ли район пострадает от ваших действий? То, что я ее под суд не отдал, так там, по сути, и не было такого варианта. Там был вариант объять, то бишь выпить кровь. При этом именно мы ее не обращаем в вампира, а просто бы убили. Был вариант просто пощадить. Но мне кажется, вариант просто пощадить и загипнотизировать это более этот. Может быть, имелось в виду, что у нее потом из-за этого гипноза могут быть какие-то проблемы с психикой. Но как-то это не слишком явно, я бы сказал. Понятно, что сейчас она сидит потерянная полностью. То есть с ней сейчас даже нельзя поговорить. Ну ладно, пускай отдыхает. Я считаю, что довольно оптимально поступил. То есть, как бы у нее, учитывая, что она забыла о леди Эшбери все, что знала, у нее не будет соблазна снова ее начать шантажировать. При этом она может продолжать заниматься своей работой. А если бы я просто ее пощадил, то она бы должна была уйти в отставку. И, соответственно, ей бы уже было сложнее своими местными делами заниматься, потому что она бы уже не получала зарплату. Так, тут еще эти. Они еще пришли. Здорово. А вы что пришли-то, чуваки? Чем вам здесь надо? Пришли. Так, нам отсюда как в доке лучше пройти. Здесь мы в Вест-Энд не попадем. Значит, это нам лучше вот как-то так. Через больницу все равно придется идти, чтобы в доке вернуться. Ну ладно. А в доке мы возвращаемся, чтобы зайти в дом там к этой, к бабульке. Потому что там как раз, чтобы к одной бабульке зайти в дом и с ней пообщаться, нужен уровень гипноза 2. А мы его наконец-то получили. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Да? Серьезно? Ну, подожди, Лич. Ой, это какие-то боссы, аля. Вот тихо ты. Ну, ладно. Так, это кто там? Какую-то старую дубинку подобрали. Так, ладно. Короче, это засаду устроили, типа того, да? Ну ладно. Я сейчас в убежище запрыгну исключительно за тем, чтобы... Ну, кричит-то. Так, а там что происходит? А кто перекрыл? Прикиньте, здесь поставили, мы туда так... Там какая-то тусня происходит. Мы сейчас в тот двор сходим тоже. Мы сейчас в тот двор сходим. Так.
Отлично. Сейчас мы сходим в тот двор. Посмотрим, что там за тусня происходит. Что у вас тут такое происходит? Да ладно, серьезно? Вы такие мудрые все. Так, ну здесь просто потасовка происходила между скалями и стражами Привена, я так понимаю. Ну, в этот же дом мы заходили. Мы здесь спасали, по-моему, этого. Ну, там дальше, там была штаб-квартира этих стражей. Подожди, а что было в этом доме? Может, еще раз зайти? Ну, типа, кровавый след туда же ведет. Давайте зайдем для очистки совести. Чтобы потом не укорять себя за то, что что-то пропустили. Заброшенные дома. Ну да, здесь мы спасали этого как раз. Это же ночлежка этого товарища, точно. Вот здесь изначально эта дверь была закрыта изнутри. Мы поднимались на этаж выше, через вот эту дырку прыгали. Да, здесь мы явно были. Здесь видно, вон шкафы пооткрытые, ну... Ладно, бог с ним. Я могу наверх подняться, там тоже эти скали копошатся, грохнуть их. Все грохнули. Ну а так здесь больше ничего нового. Я думаю, что тот кровавый след, который он нам даже прокомментировал, этот след как раз был оставлен стражами Привена и повествовал нам о засаде. То есть там же были два именных противника. Вот. Такие а-ля мини-боссы. Да, напоминаю, что прежде чем идти отчитываться перед леди Эшбери, мы с вами вернемся в порт, чтобы при помощи нового уровня гипноза попасть в дом к одной пожилой женщине. И помимо разговора с ней, скорее всего, в доме будут какие-то полезные вещи. Так. Так, это мы на территорию больницы вернулись. Ага. Ну, пойдем сегодня в порт. Кстати, теперь же дверь открыта, можно и здесь прям пройти.
Так, подожди. Не-не-не, чувак, тебе не сюда, тебе дальше. Так, я через это... Пройдешь, пройдешь. Так, сейчас я вспомню, какая. Здесь можно прям по прямой фигачить, чтобы быстрее туда дойти. Здесь, правда, эти стражи Привина. Куда ты убежал? Вот у меня, я не знаю, я вначале думал, может, действительно я лишнее нажатие делаю, но вот я уже который раз замечаю. Когда стреляю из пистолета и делаю, допустим, 2 выстрела подряд, то третий выстрел почему-то происходит автоматически. То есть я нажимаю кнопку один раз, я нажимаю кнопку второй раз, третий раз я кнопку не нажимаю, но доктор Рид производит третий выстрел. Потом я снова нажимаю 1, 2, и снова третий выстрел происходит как автоматом. Я не помню, чтобы мы какой-то перк открывали, который с этим связан, но... Вот. Так, сейчас вспомнить, где еще эта бабулька живет. Она где-то вот... Где-то, да, где-то недалеко от бара, но где точно, я сейчас вот прям, наверное, так сходу и не вспомню. Так, ну-ка, кто у нас здесь? А, нет, здесь это конторка, все, я понял. Это я помню, как мы сюда заходили. Блин, где же эта бабулька? Там пацан должен рядом тусоваться. Сейчас вспомним. Здесь нет. Так. Может быть. Да, вот пацан тусит, и вот она бабулька. Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in the morning, Doctor. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? I'm not sure the epidemic is Дом Фишберна. most these days. Так, давайте посмотрим, что тут в доме есть интересного. Вначале осмотримся, а потом с ней поболтаем. Это вот как раз мать убийцы, которая знает, чем ее сын занимается, но так как это ее родной сын, она его продолжает покрывать. Так. Please don't stay too long, sir.
Так, здесь вроде больше ничего, да? Я, честно говоря, надеялся, что здесь какой-нибудь документик будет. И, возможно, даже коллекционный, но нет. Это документиков нет. Ладно, пойдем поболтаем с ней. Здесь что-то. It's locked, all right. Здесь закрыто. Так. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Как здесь живется? How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Все беды из-за эпидемии. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you could just die in the gutter, and no one will bat an eye. Так, кем вы работаете? May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Ваш муж погиб на войне? Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. Ну, теоретически это тоже могло повлиять на то, как сформировался пацан дальше, и то, почему он стал убийцей. Потому что он видел смерть отца, а похоже, что у них была довольно дружная семья. И он просто не смог этого до конца пережить, и что-то где-то у него щелкнуло, и пошло неправильное восприятие. Как вы платите за жилье? How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Так, что это за сирота? The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Так. Какими демонами одержим Сеймур? Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child, and he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? Разум человека полон загадок. Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Currently, we have more assumptions than fact. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Вы в курсе, что ваш сын убийца? Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. Почему он признался? Why did he confess? Did you suspect something? No.
I guess he wanted his old mum to help him fight his, demons. Сеймур вам все рассказал? Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. Так. Почему вы защищаете Сеймура? Ну, на самом деле, глупый вопрос. Он ее сын, притом единственный. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. Так. Вы не виноваты. I'm convinced you raised Seymour the best you could. You're not responsible for what he became. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Ну, в принципе, у нас такой возможности и нет пойти в полицию, но даже если бы она реально была, я думаю, что я бы не стал его сдавать. Да, конечно, с одной стороны, маньяк и убийца, но... Вообще, по-хорошему, если бы тут была прям так построена линейка многочисленности выборов, я бы выбрал, наверное, его изолировать. Ну, то есть куда-нибудь, не прям там в жесткую психушку, где из него овощи сделают, но изолировать. Вот, но и не в тюрьму, само собой. Но так как здесь мы просто эту историю узнали, а мне важно, чтобы в каждом районе горожане были здоровые, то пусть живет. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. I'm not sure the epidemic has got... Так, ладно. Можно, конечно, посмотреть, не можем ли мы теперь... Там теперь проходы открылись. У нас все-таки глава сменилась. Поэтому кто ж его знает. Вдруг теперь можно будет пройти на территорию. Западные доки. Вот, смотрите, вот первый проход. I cannot enter. Дверь закрыта. Там дальше будут еще одни ворота. Вот вторые, собственно говоря, ворота. И они тоже закрыты. It's locked. Но они закрыты с другой стороны. Вот. И плюс там дальше тоже еще будет еще одни ворота. Вот. Но там тоже они будут закрыты, по-моему, да? Leech spotted! Watch out, boys! Там все равно никак не залезть пока. Ну, скорее всего, мы по сюжету потом пойдем во вторую часть района. Filthy piece of shit! Doesn't like burning, does it? Это вот помните, когда мы Бишопа-то победили? Отсюда мы, от этого причала, на который смотрим, на лодке вместе с доктором Свонси выплывали. Здорово. Готов.
Вот, смотрите, вот еще одни ворота. I cannot enter. И они тоже с другой стороны, получается, заперты. И получается, что есть двое ворот, которые заперты с обратной стороны, есть одни, которые просто закрыты. И мы никак вот в эту часть не можем попасть пока. Так что, думаю, надо возвращаться к леди Эшбери. Он поезд поехал. Я, кстати, впервые увидел, как поезд едет. Я его несколько раз слышал по звуку, но я впервые увидел, как он едет. Сверху этот фигачит. Я могу туда сразу прыгнуть, нет? Я думаю... Подожди, а как мне его достать? Ова. Ладно, пока возвращаемся к леди Эшбери. Так, как нам лучше вернуться-то? Without the wet boots keeping things straight, these parks will be running into the idiot. Perhaps we should listen to what the idiot had to say first. Так мы как раз пройдем. Так мы и пришли. Интересно, тут зареспаунились эти стражи? Респаунились эти стражи. Тут еще, знаете, как мы, скорее всего, можем еще вот отсюда как-то попасть в эту часть, да? Хотя, опять же, это мы попадем сюда, но не сюда. Но даже если предположить это как один из возможных путей, мы вот здесь, где сейчас стоит красный кружок маркера, вот здесь на этой развилке, двойные двери, и они тоже заперты пока. Поэтому хоть так мы пока не можем попасть. Считай, к больнице вернулись. Вот она уже наша. Нет, не вот она. Кто орет? Подожди, а кто орет? А это здесь под мостом чувак орет, насколько я помню. Вот он. Крикун. Так. Miss, please, I feel sick. Get over here now. Pembroke is so lucky to have Dr. Reed. I met him in New York. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count. Сейчас будет очень интересная сцена. И мы увидим, как говорится, сущность леди Эшли. Ну, я думаю, это не спойлер. Это такой прогноз, анонс.
Ава. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Так. Он доверял вам. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Так. Обвинение не было ложным. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Так, а леди Эшбери. Так, Свонси позволяет вам убивать? Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Вы знаете его братство? What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. И никто вас не заподозрил? And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Так, почему вы спасли меня? Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. Меня создал не Уильям? William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Что такое скаль? What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Так. Сколько вам лет? Ну, сейчас по-любому скажет, типа, ну, у женщины же, у девушки неприлично спрашивать. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Выкрутилась. Так, это не вся правда. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Кто даровал вам вечную молодость? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Вот здесь, опять же, без спойлеров, но запомните. Мы ее создатели еще услышим по мере продвижения по сюжету.
Так, о себе. Голос в моей голове. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Это может кого-то оскорбить? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Вы меня создали. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Так, почему меня бросили умирать? I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Это могла быть нелепая случайность? So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Как становятся вампирами? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Так, то есть я вампир? A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Экон. Не Экон, а Экон. Экон. На Э ударение. Вы тоже Экон? Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Эконы — это вампиры? So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Так. О Лондоне. Что стало с Лондоном? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. Это все из-за испанки? The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Вы чего-то боитесь? What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Я встретил охотников на вампиров. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Некогда славные.
Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Это секта? You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Ну да. И так к ним новички-то, что самое интересное, идут охотно. Хотя, даже если само братство, само это сообщество скрывает гибель своих рекрутов, но все равно, когда погибает достаточно много людей, об этом становится известно. Но, тем не менее, многие стремятся к ним вступить в их ряды. Сколько вампиров в Лондоне? Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Кто напал на меня? Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Так, будут ли все они добры ко мне? Ну, тоже наивный вопрос. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Так, про все поговорили. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Нужно теперь образец крови исследовать. Можно, в принципе, будет опыт распределить тоже сейчас перед тем, как сюжетные действия производить. Только после этого, скорее всего, у нас появятся новые заболевшие, и надо будет потом их пойти лечить. Ну, а что делать? Что делать? Где же взять воды, чтобы... The flower is dying. It needs water. И ты воды взять вообще не... Так, а дайте-ка я эту... Давайте сейчас сделаем перерыв, во-первых, похлебнуть водички. А заодно я это... загуглю по поводу цветочка.
А я, если что, еще не ушел, но я уже погуглил. В общем, не раньше 4 главы мы получим доступ к одной локации, на которой нам нужно будет победить довольно сильного врага 27 уровня. И в его, так скажем, апартаментах будет в сейфе находиться так и называемая колбочка с чистой водой. Либо просто чистая вода будет называться. И именно ей можно будет полить цветок. Ну, ладно, бог с ним. Значит, просто будем ждать и иметь в виду. А теперь 2-минутный стандартный перерыв. Так, давайте все-таки вначале опыт распределим наш. Потом, если понадобится, пройдемся полечим, если кто-то заболеет после того, как мы переночуем. Так. Кровавый котел, сверхъестественно. Это, походу, вот как раз одна из ульт. Некоторые навыки настолько сильны, что их страшатся даже сами вампиры. Один из таких — кровавый котел. Вампир сосредотачивает свою силу на выбранном противнике и заставляет его кровь кипеть. В процессе вампир восстанавливает здоровье и поглощает часть крови. Через несколько секунд он отпускает жертву, оставляя внутри нее взрывоопасные кровяные клетки. Эти клетки воздействуют на носителя, пока не взорвутся, а взрыв затрагивает всех живых существ рядом с жертвой. Этот навык оказывает разрушительное действие на вампира, поэтому его не следует применять слишком часто. Управлять кровью – это одно. Изменить кровь – совсем другое. Так.
Ну, не до конца мы изучили, но одну ульту мы изучили. Следующей ночью. Так, исчезновение Уайтчепеля. За последние несколько недель без вести пропали десятки людей. Свидетели выстраиваются в очередь, чтобы сообщить полиции о таинственных исчезновениях. Подобное происходит по всей стране, но в последние 24 часа подавляющее большинство обращений поступило в участок одного района, лондонского Уайтчепела. Презираемый и ненавидимый всеми Ист-Энд вновь оставлен на произвол судьбы. Несмотря на показательное бездействие властей, многочисленные местные жители все же доложили в ближайший полицейский участок о необъяснимых исчезновениях своих родственников и соседей. Что случилось со всеми пропавшими? Где они? Единственное, что их связывает, тяжелое состояние здоровья и нужда в медицинской помощи. До недавнего времени местные получали ее в секретной амбулатории, которую держали неизвестные добрые самаритяне. Теперь же она... А с фига ли она закрылась? Мы же просто ее загипнотизировали, чтобы она... Ну, короче... Ладно. Какое приняли решение, такое приняли. Вот. Теперь же она закрылась, а ее хозяева давно не дают о себе знать. Нашли ли исчезнувшие другую, более тщательную скрытую лечебницу? Может быть. Их тайно перевезли в официальную больницу? Рано или поздно Комитету здравоохранения при Совете Лондонского графства придется ответить на эти вопросы. Ну, это журналист, я забыл, как его зовут. Так, что у нас? О судьбе столпа сообщила пресса. Угу. То есть она исчезла? Она пропавший горожанин, да. То есть мы ее загипнотизировали, но она пропала. Ладно, заболевший у нас здесь один. Но остальные горожане все целые, и более того, все здоровы. Ну, кроме мужика, к которому, чтобы попасть, нужен 3-й уровень гипноза. Ага, так, пропавший горожанин. Странно, мы всего лишь ее загипнотизировали. Ну, ладно. Ну уж какое приняли решение, такое приняли. Что уж теперь. Так, у нас здесь в больнице надо Мортимера подлечить. Здесь в порту пока без изменений. Да, ну ладно, что поделаешь. Будем остальных поддерживать в здоровье, по крайней мере. Сейчас я пойду Мортимера подлечу, а потом мы на верстаке будем кровь исследовать. Но все равно реально вот для меня немножко непонятно. Мы стерли память ей не подчистую. Мы стерли память касательно леди Эшбери. Ну, ладно. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Все, подлечили. Все, этого мы подлечили, отлично. Уайтчепел. А мне вот интересно, когда мы в Уайтчепеле вот этого товарища подлечим. Все-таки, когда мы до него доберемся. У нас, скорее всего, просто будет стабильное состояние. Без столпа у нас просто в этом районе может поддерживаться стабильное состояние. Ну ладно, бог с ним. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Don't waste your time with me. Кстати, да. Вот у нас ульта стоит.
Теневая завеса. Вертуни, давай нас заменим наш. Ее когти. Кровавый барьер. Хотя нет, подожди, а теневая завеса это что у нас было? Теневую завесу мы и не убирали. Мы поменяли другое немножко. И ульта у нас сейчас кровавый котел. Ладно, пробуем. Оп, смотри-ка. У нас в Уайтчепеле какое-то событие. Давай-ка мы туда сходим. Прям восклицательный знак появился. Сейчас бы карту не посмотрел и пошел сразу к Версаку. Пойдемте сходим в Уайтчепел, ладно. Perhaps I should have considered the offer from that Cadogan fellow. Состояние тяжелое. А чем хуже состояние района, тем мощнее враги. То есть здесь сейчас вполне за место стражей Привана могут быть какие-нибудь монстрики. А где этот восклицательный знак? Pay me a glass and I'll be gentle. Don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Этот здесь стоит. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Now leave me alone. О случившемся с сестрой Крейн. I heard what happened to Nurse Crane. How do you feel, Mr. Petrescu? Everything was going well until you arrived. Dorothea helped people and will be sorely missed. Короче, она просто пропала, да? I regret it too. I wish she'd continued working at the Pembroke Hospital. She was a good nurse. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. Фига ли я ее What's прикончил? wrong? I heard you are a famous surgeon. Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever. Then you made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But what happened to her then? After you left, she did not even recognize me. Then she got careless and sick, and I had to flee. Угу. Ну, блин. Что теперь будете делать? What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories.
Какие истории? What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Vampires. То есть все-таки Доротея еще... Ну, короче, она потеряла интерес к работе, интерес к жизни, заболела и умерла. Печаль, беда. Ну, кто ж знал, что гипноз на нее так подействует? Так, вы в них верите? You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. Вы живете на улице? Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. Как же ваш дом? What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Почему вы так враждебно настроены? Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. Ладно. Goodbye, Mr. Petrescu. Как раз District seems to get uglier every year. на территории дома, да? Что здесь? Здесь гули. В смысле скали. Наверху, возможно, сама Доротея, тоже ставшая скалем. Ну да. Маленький ключ. Ну, по крайней мере, мы помогли ей обрести окончательный покой. Так, а ключ, наверное, от этого сундука, да? Средство от переутомления, средство от головной боли. Талон на медосмотр. It's locked, all right. Так, понятно. У нас теперь информация по ней поменялась. Дороти Крейн. Мертвый горожанин. Ну да. Что поделать, что поделать. Так уж распорядилась судьба. Я реально хотел как лучше. Но, как говорится, благими намерениями. Так, подожди, а где... А ты откуда взялся? Так, а у меня теперь восклицательный... Да, все, восклицательный знак отсюда исчез. Я понял. Отлично.
Это крыса была. Я думал, что-то лежало. You look so pale, my lord. Would you like me to... Новая сыворотка выносливости. Короче, новую сыворотку открыли. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Глава 3. История одной семьи. Недавняя вылазка Уайтчепел показала, каково приходится жителям Лондона. Им приходится всеми силами бороться против новой напасти. Причины и следствия неразрывно переплелись. Дороти Крейн решила прибегнуть к воровству и шантажу, чтобы собрать деньги на лечение бедняков. Но я сам видел, как она старалась спасти умирающего в своей крошечной амбулатории. Мы не сумели спасти больного, но теперь я убежден, что испанка связана с эпидемией вампиризма. Анализ показал, что кровь Резвана столь же нестабильна, как и кровь Уильяма Бишопа. Нужно рассказать обо всем доктору Суонси и попросить у него совета. Так, уже 3 глава у нас. По идее, тут как бы сейчас никто и не мог заболеть, потому что новые заболевшие появляются после того, как мы отдыхаем и распределяем опыт. Рассказать Суонси о крови Рейвен. А где Суонси? А, вон он. Так, у него тут новых бумаг никаких не появилось. Ну, мало ли, он ученый, он эти бумаги перебирает, перекладывает. Доктор. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Так, я проанализировал кровь. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Ну, с этим товарищем мы будем откровенны, насколько я помню, он реально такой положительный персонаж. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here.
But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Я думал об этом. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Глаз был в гробнице. Я только что сообщил Эдгару Суонси о том, что медсестра Крейн больше не будет работать в Пембрукской больнице, а также рассказал ему о том, что раскопал в Уайтчепеле. Рейзван Василий, пациент, которого я не смог спасти в нелегальной клинике медсестры Крейна, был болен испанским гриппом. Однако кровь у него была крайне нестабильной, как у Скали. Может, эпидемия вампиризма в Лондоне распространяется с помощью гриппа? Теперь эта гипотеза выглядит правдоподобной. К сожалению, Эдгар только что сообщил мне более важную новость. Мою сестру Мэри похоронят на Стоунбриджском кладбище. Я чувствую, что должен пойти туда и присутствовать на церемонии. В то же время мне страшно стоять перед могилой моей первой жертвы. Добраться до кладбища у нас. Это у нас по сюжету. Угу. Так. Там мы уже бывали неоднократно на кладбище. Кстати, здесь у нас, смотрите, появился какой-то восклицательный знак в больнице. Это доктор Суонси, с ним еще раз поговорить надо. Ну, давайте поговорим. Какие проблемы? I need to talk to you, Edgar. Please do so. Больницу содержит вампир. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes. Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. Как удобно. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. Как вы познакомились? If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Расскажите об охотниках на вампиров. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Откуда они взялись? Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. Они хорошо организованы. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Сестра Крейн не вернется. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Так.
Она шантажировала леди Эшбери. She was blackmailing Lady Ashbury. Thought she was murdering patients as some sick upper-class game. Nurse Crane was playing a dangerous game. She's lucky Lady Ashbury abhors violence. We'll talk later. Все, восклицательный знак исчез. Вообще, теперь надо карту почаще просматривать. Может, где еще эти восклицательные знаки будут появляться. Так, ладно, пойдем на кладбище, на похороны сестры. Вот, кстати, вот эти коробки респаунятся. Шкафчики вот эти тоже респаунятся, я заметил. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Так, на кладбище нам... Куда дальше? Уверен, что ты здесь пройдешь. Дальше, но не через этот переулок. Блэквелл. Учитывая, что это Уайтчепел, оно неудивительно. Состояние тяжелое. Но здесь по-прежнему тусуются стражи Привена. Ова. Это было... Ова. Фаталити. Неплохой фото. Так, а мы тут были? Скорее всего, были. Да, это мы еще с вами чуть ли не на первом стриме сюда забирались. Но если не на первом, так на втором точно. Здорово. Прикольная тема, но действует, ну, хотя, наверное, когда он будет взрываться, он будет повреждать и других врагов, но изначально можем направить эту атаку только на одну цель. Фаталити. Так. Так, здесь мы тоже ходили в этот тупичок. Мы и наверх туда забирались через здание. Да. Sister, I don't know if I have the strength. Фига он там мне поддал. Смотри, какой. Вы что творите, борзоты?
А это были два обычных скаля. И они меня чуть не вынесли. Это самое интересное. Вот, кстати, на кладбище здесь такая тема, что мне кажется, на кладбище где-то еще могут быть текстовые документы. Но просто так вот оббегать каждую могилу, это тоже поднадоест. И все равно можно даже вот делая акцент, да, то есть одну ты смотришь, вторую, третью, четвертую, на пятой ты уже элементарно, так как немножко притупляется внимание из-за похожести объектов исследования, ты можешь все равно что-то пропустить. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Они прям реально ночью хоронить будут? I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Странно, почему они это все-таки ночью делают. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Так. Она была воплощением кротости. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Я учусь каждую ночь. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see?
You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Так, я последую вашему совету. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Добраться до церкви Святой Марии. Значит, это была могила Мэри. Ясно. А чё они не закопали ее? Так, ну, тут церковь в Уайтчепеле. Кстати, что у нас тут по состоянию не ухудшилось ни у кого? Здесь все так же, здесь все так же, здесь тоже все так же. Первым делом, когда мы получим 3-й уровень гипноза, хотя это, может быть, будет не скоро, первым делом я пойду лечить этого мужика. А тут и так можно пройти. У них за сборище здесь все время. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ну, это какой-то новый вид. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Короче, это посланник от вампирского сообщества. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Короче, появился, сказал, учи законы вампиров. И ушел, да? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour.
No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Так. Это очень личное. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Я хотел поговорить с усопшей. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Я думал, он ему прям расскажет, что так она была мне сестрой. She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Так. Несчастный случай. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? Ну, тут, в принципе, и она умерла, из-за меня вариант подходит. Ну, давай попроще, я виноват. I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Простите. I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Встретиться с Эдгаром Свонси в больнице. Так. Восклицательных знаков у нас тут нигде не появилось. Вроде не появилось пока. Ну ладно. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. It's locked. Ну, мы уже тогда с вами сюда залезали. Если бы здесь перил не было, мы бы смогли проникнуть на вот эту территорию. А так мы на нее особо-то и не проникнем. Или проникнем, но по-другому. Ну-ка. Ну да, здесь тоже нельзя запрыгнуть. Ладно, может это с каким-то квестом будет связано. Или с расследованием.
Так, можно, в принципе, здесь сейчас... И здесь в убежище-то можно было запрыгнуть. А кто там внизу? Там интересный звук я слышу, очень интересный. Кто-то внизу? Это вы? О. А ты откуда взялся? Виталити. Кстати, напомню, что вот эти вот волкоподобные существа, я думал тоже вначале, что это оборотни, но нет, в данной игре, в лоре данной игры, это тоже вампиры, просто другого вида. То есть не эконы. Виталити. Священники стали чаще ходить с крестами вот эти. Так. Бездна. Бездна сверхъестественная. А некоторые навыки настолько сильны, что их страшатся даже сами вампиры. Один из таких — бездна. Вампир сосредотачивается и призывает первозданную тьму. Появившиеся тени хватают выбранную вами жертву и забавляются с ней как с игрушкой. В конце игры они пронзают жертву. Этот навык оказывает разрушительное воздействие на вампира, поэтому его не следует применять слишком часто. Даже могущественный вампир боится попасть к этим существам. Даже они не знают, куда ведут щупальца. Ага. Уже можно будет попробовать. Оно работает. А про это мы уже с вами читали. Да, больше нам пока не хватит. Ну ладно. Следующей ночью.
Ух ты ж, етить, как они тут позаболели-то. Короче, Уайтчепел нам нужно парнишку подлечить. Еще одного парнишку, проститутку, журналиста, Ричарда. Ага. Так, у них тут все нормально. Здесь пока без изменений. Так, ладно, пойдем. Пойдем лечить уайтчепелских ребяток. Тихо, подожди, я хочу... Так, тихо. Я хочу сейчас эту испытать. Бездну посмотреть, как она работает. Ну, в принципе, работает неплохо, но мне тот эффект больше нравится. Ладно, пойдем лечить. Фаталити. Так, еще кто-то остался, да? А, ну там, внизу это. Это откуда взялся? Можно и так. Паренек, вот он. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Never heard of her. Goodbye, young man. Так, ладно, этого подлечили. Так, отца его не надо лечить. Продавщицу тоже не надо. Этого мужичка тоже сейчас не надо. Нам надо... I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just... Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Is there only pain and suffering in this world? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse?
Have you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? Nobody dares to enter the dispensary now. Rumors say the nurse has gone mad. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Так, кто у нас тут еще больной? У нас поэт больной. Ага, проститутка и журналист. Ну, этот мужик — это отдельный случай. Мы к нему сможем... В очередной раз я это произнесу. Мы к нему сможем попасть, только обладая 3-м уровнем гипноза. Так что сейчас нам осталось вылечить поэта, журналиста и проститутку. Так. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with glue. Так, вот у нас проститутка. Would you like me Good evening, Christina. change your mind, Mr. Reed? Так. What do you know about Nurse Crane and her dispensary? 2 girls I know went to the dispensary yesterday. Nobody has seen them since. I worry about them, in case bad things happen. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Так, отлично. Так, теперь журналиста надо где-то здесь выловить. А вот и он, кстати. Good evening, Doctor. Can I help you? Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Теперь остался поэт. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? Not at all, sir. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Ну да, всех, кроме вот этого, мы подлечили. На территории больницы, слава богу, все пока здоровы. Здесь одна больная, но она в той части района, в которую мы пока не можем попасть. И, в принципе, наверное, в этой же части района будут оставшиеся на данный момент 5 неизвестных. I'll leave you alone, sir. Ладно. Пошли в больницу обратно.
Здесь мы уже бывали. Здесь мы уже бывали. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Тот, кто его обратил. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Почему я? You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Так, пока восклицательных знаков не появилось новых. Хорошо. И там еще один шкафчик светился, да? А зачем я спустился? Мне же с этим... С Лонси надо поговорить. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Судить произошедшее с Эдгаром Свонси. Так. А как я понял, либо глава нынешний охотников у этих стражей Привина, либо, ну, почти глава, заместитель. What happened? The hospital has been attacked.
We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Нужно восстановить репутацию. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Так, я помогу вам. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Так. Я буду защищать всех вас. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Так. Печальный святой из Ист-Энда. Когда я вернулся с похорон сестры, я прервал спор в кабинете Эдгара Свонси. В кабинете был Джеффри Маккалум, глава стражей Привена. Он подозревает, что в Пембрукской больнице действуют вампиры. Он сразу понял, что я вампир, но он пришел не за мной. Шон Хэмптон, человек, которого я спас от Уильяма Бишопа, превратился в скали и бежал из больницы, убив другого пациента. Доктор Свонси, администратор, опасается за судьбу больницы. Так как именно я впустил в больницу убийцу Шона Хэмптона, я поймаю его и восстановлю репутацию Пембрука. Я должен действовать быстро, ведь только так можно защитить смертных, которые попадутся Шону Хэмптону на пути в доки Ист-Энда. Так. Ага. Так, это у нас что? А, леди Эшбери. Она где-то здесь. С ней доступен диалог новый. Так, а больше ни с кем тут недоступен. О, кстати, может мы теперь в западные доки наконец-то нормально попадем через это сюжетное задание. Все может быть, все может быть. Так, а с доктором новых тем не будет пока? If you don't mind, I have a few questions. I'd be delighted to help you if I'm able. Я встретил жуткое создание. I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense. He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. Так, он был куда страшнее. He was observing me with the obvious intent to do me harm. His very presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this creature really is. Это был вампир. It was a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. He was large and very fast. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. Что произошло в мое отсутствие? What exactly happened here while I was absent? Hampton turned, quite violently as it happened. Lurking about, attacked Miss Jones. To say he created quite a commotion would be an understatement. Хэмптон и правда убил ее? Are you sure it was Hampton that killed Miss Jones? There was blood everywhere, but no body. And you know the state she was in. I fear for what he did with her. Hopefully he just hid the corpse. Кто сообщил стражам Привена? How did the Guard of Prewen come to hear of this? McCullum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt.
Мне трудно войти в церковь. I recently tried to enter a church. It has been a very unpleasant experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial, to say the least. Я проклят. Is this proof that I'm cursed in the eyes of the divine? The wrath of the Almighty? There's no way of knowing. It could be subconscious guilt, or irrational fear, or deep-seated beliefs. Наука не в силах это объяснить. It's hard to explain in terms of science, that's for sure. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. Кто был тот мужчина? Who was that man in your office? Geoffrey McCullum, actual leader of the Guard of Prewen. I suspect he's the man behind the rebirth of this old and dusty society. Они знают, что я здесь. They know I'm here now, don't they? I can guarantee one thing. The Guard of Prewen would never dare to attack the hospital while I'm in charge here. What do they hope to achieve? Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. Thank you, Edgar. Так, пойдем поговорим с леди Эшбери. Она где-то здесь, скорее всего, внизу. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Так, ну-ка, что тут у нас произошло? What on earth happened here? Так, леди Эшбери стоит на улице. Опа. Об использовании чеснока и деревянных кольев. Мои дорогие братья, я должен привлечь ваше внимание к очень важному вопросу. Чеснок как средство защиты от вампиров. Давайте на чистоту. Чеснок никогда не защитит вас от этих существ. Даже самый свежий, ядреный и пахучий чеснок абсолютно бесполезен в качестве средства защиты. Ущерб, нанесенный романом Брэма Стокера, невозможно преувеличить. Да, конечно, славяне кладут в гробы дольки чеснока. Да, разумеется, жители Санторини вешают чеснок на окна. Об этом острове можно написать очень много, и я надеюсь, когда-нибудь вернуться туда и еще больше изучить его оккультные традиции. Но чеснок служит не для защиты живых от дьявола, он напоминает мертвецам о том, что люди знают об их злокозненных намерениях. Это просто символ, ни больше, ни меньше. Так что, пожалуйста, ради бога, носите чеснок, демонстрируйте чеснок, вешайте чеснок и говорите теням, что вам не страшно. Но если вам нужна защита от сверхъестественных сил, то придется углубиться в забытые тайны оккультных традиций. Потому что, братья мои, правда такова. Чеснок не прогоняет вампиров. Однако им вредят любые свежие растения. Тела вампиров словно бы не могут выносить присутствие элементов флоры. Я видел, как разъяренный вульп бежал, получив удар розгой. Да, простой розгой. Я был свидетелем того, как агрессивный Экон упал на землю и молил о пощаде, когда его ударили деревянным колышком. Я не знаю, почему этот метод столь эффективен, и отдал бы левую руку за разгадку этой тайны. Однако факт остается фактом. Вампиры обладают повышенной чувствительностью к свежим растениям. Бой с тенями, как и почему. Ашер Толтри, глава Братства Святого Павла. Так. Угу. Слабости вампиров мы собрали все 3. Отлично. И осталось нам собрать... Сколько у нас тут? 7 и 5. 12. Их 30. То есть 7 и 5, 12. 18 штук нам еще осталось собрать. Но я говорю, не факт, что мы все соберем. Но будем надеяться. Так.
Но я просто уверен, что этой штуки раньше здесь не было. Хотя, с другой стороны, если она здесь была все это время, то тогда сколько раз я еще так мог где-то не заметить. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scowl. Отчасти я виноват. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Так, вы убили ту женщину. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Хороша ли кровь больных? Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Густая кровь привлекательна. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Что за неприязнь священных символов? I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Какова Божья воля? Is this a sign? A hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Так, вы не боитесь? Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Что вы знаете об Аскалоне? What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Он был огромным. He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Что такое Аскалон? What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Так, отлично. С ней мы поговорили, восклицательный знак исчез. Так, ну пойдемте в порт. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Fatality.
О. Ты откуда взялся? Теперь уже по коробкам, по урнам не совсем можно определить, то есть были мы или нет. То есть они стали респауниться и респауниться, ну, видимо, мы просто стали чаще продвигаться по сюжету, поэтому, видимо, некоторые коробки и некоторые урны респаунятся исключительно после определенных сюжетных событий, поэтому теперь в некоторых ситуациях мы можем запутаться. А были мы... Ну, здесь-то понятно, что мы были, ну, где-нибудь на новой территории. Опа! А мы были здесь или нет? Так. Так, доки. Давай, ну-ка. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Ну-ка, у нее новых товаров не появилось. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Так. Мне вроде ничего такого особо нового-то и не появилось. Подожди, спросить же хотел. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Еще один убитый, расследование завершено. Что-то я не понял. I'm looking for Mr. Sean Hampton.
Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Goodbye, Miss Cox. Так, подожди, а что за расследование там завершено при том? Так. Выполнено. Едить, колотить. Я часы продал. Блин, нам, наверное, их уже не выкупить, да? Ну-ка. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Наверное, уже не выкупить. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Вроде можно купить. Вроде можно выкупить назад. Вот теперь будет даже интересно. Смотрите. Я эти часы выкупил назад. Но расследование завершено. То есть я мог отнести их матери убитого, а мог продать. Но я их продал, расследование завершено. Но я их выкупил обратно. Будет очень интересно, сможем ли мы их матери все-таки отдать. То есть, как говорится, сыграть и так, и так. 2 в 1. Возможно, что сможем. Подожди. Здесь по расследованиям. Здесь все расследования завершены. Здесь тоже. Пока из взятых все расследования завершены. Здесь. Здесь вот с этим мужиком не завершено. Там что-то по поводу как раз шрифта Брайля. Вот. Но там нужен 3-й уровень гипноза, чтобы к этому мужику попасть. Понятно, что в новом районе, в 4-м, в котором мы еще не бывали, у нас и не может быть пока расследований, потому что мы там не бывали. Все просто. Так. Граждане. Ладно, всему свое время. Так. Кого-то Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. And hunting all these poor folk, he needs to catch him. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth? Claws? Murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Так, ты кто? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? Новый какой-то персонаж. Who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Так, что у нас? Он здоров. А к какому он району относится?
А, он относится к этому, к докам. Это вот один из неизвестных мы открыли. Еще 4 с под знаком вопроса у нас. Хорошо. По районе. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. И Хавот считает, что Джека Гиллингема убили вампиры. Так. О работе. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Вам нужна помощь? Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. О, новое расследование. Будем плакаты клеить. Ну ладно. Как отличить вампира? How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. О стражах Привена. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Не думали присоединиться к стражам? Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Вы охотитесь один? So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Спросить о Шоне Хэмптоне. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Кто мог видеть Шона Хэмптона? Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Так, что-то я хотел здесь глянуть-то. А, расследование. Что там за расследование у нас? Взять плакаты из кучи, ладно. Я принимаю ваш I отказ. could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. В детстве один из священников изнасиловал Шона. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Так. Где плакат? В смысле плакаты с кучи? Фига себе, где у нас расследование. А мы что, уже можем на ту территорию пройти? Серьезно? Так, ладно, сейчас надо поговорить с этим товарищем. Ну, сейчас я
Немножко это... Стул поправлю. Да, в принципе, можно заодно уж похлебнуть водички сходить. А у меня немножко со стула кровальца съехала. Да, если что, стул у меня обычный. Не тот, который на колесиках. И отнюдь не стримерский. Такой обычный стул с удобством для... Точнее, с покрывалом и подушкой для удобства сидения. Ладно, через пару минут продолжим. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Скажете об этом районе? What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. О безопасности в пабе. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Так. Мнения сильно разнятся. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Я чем-то могу помочь? Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ну как, новое расследование. Так.
это тоже на той, ну, на той стороне, куда мы можем попасть. Ладно. Вас здесь уважают? You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. О чувствах Сабрины. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Просить о Шоне Хэмптоне. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Он вернулся к своей пастве. I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Шона оставили в католическом приюте, когда он был еще младенцем. Где найти его? The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Watts. Так, забрать несколько бутылок с джином. Так, ну с этим мы болтали. Сейчас мы попробуем несколько бутылок этого найти. Вот, кстати, смотрите, дверь открыта теперь. Сейчас, момент, мы туда пойдем, а ворота, может, тоже теперь открыты? Не, ворота пока закрыты, но там открыта дверь, которая была заперта. Так, ну вначале я хочу сходить. Склад у него наверху где-то, да? Ага. Ты посмотри, какой. Фига 22 уровня. Вот чё это такие тут матерые прям пошли. Эту дверь мы, наверное, сейчас откроем. Газетная статья. Юноша арестован за покушение на убийство. Вчера вечером полиция арестовала молодого человека по имени Том Уотс за покушение на убийство в знаменитом ресторане «Серебряный колокол» на Персиваль-стрит. Примерно минуту подозреваемый стоял перед рестораном, целясь в посетителей из пистолета. Два свидетеля немедленно сообщили об этом полиции. Уотс дал себя арестовать, но отказался объяснять свои действия и лишь назвал свое имя. Полицейский, который ответил на наши вопросы, подтвердил, что пистолет был заряжен. Скорее всего, теперь суд Его Величества покарает Уотса по всей строгости закона. Юноша отправится в тюрьму, по крайней мере, на несколько лет. Так. Том отсидел тюремный срок за покушение на убийство. Угу.
Ничего. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Надо будет сейчас вернуться ему отдать. О, дверь отперта. Теперь мы еще и дверь открыли. Отлично. Сейчас мы вернемся к бармену, завершим это расследование, а потом уже как раз будем двигаться на новую территорию. Нам туда и по сюжету, и, в принципе, мы в той часть района не могли попасть, а теперь, походу, сможем. Я так и думал, что мы туда по сюжету попадем. Что до этого было нельзя. Так. О, поезд в другую сторону едет. Чух-чух. То есть чух-чух-чух. А вот он, поезд, прям почти вблизи. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Рассказать о нападении на складе. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Так. Том старается избегать столкновений с законом или полицией. Понятно почему. Так. Так, вот ваш алкоголь. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Так, расследование завершено, да? А что не написали, что расследование завершено? Оно же завершено, завершено. Ставим на другое расследование теперь, ладно. О новой жизни после тюрьмы. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Думаете, в доках станет лучше? Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Здесь не опасно оставаться? Don't you feel threatened? Staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Так, Том говорит, что отверг свою преступную жизнь. Об аресте по подозрению в убийстве. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. А тут оповещение о стриме у знакомой выскочило. Paid my debt and I have nothing to hide. Ваши клиенты знают? So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. О тюремном заключении. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. О неудавшемся убийстве. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud wet boot boy. Почему вы вступили в банду? Why did you join the gang? Because I finally felt useful.
Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? Вам приказали убить? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. A selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Это не тот ли, который из Уайтчепела-то? Goodbye, Mr. Watts. Так, ладно. С барменом решили новое расследование. Seems like the guard is on Sean Hampton's trail too. Готово. Оп, подожди, что-то пистолет какой-то новый взяли, что ли? Обычный парабеллум. Ого, парабеллум. Так, надо его улучшить и посмотреть. Но по идее он должен быть лучше. И по крайней мере в перезарядке быстрее, чем наш обычный нынешний ствол. Парабеллум. Так. Новая территория. Осматриваемся очень внимательно, чтобы ничего не пропустить. Наверх можно запрыгнуть? Вроде пока не вижу. Чтобы можно было наверх запрыгнуть. О, берега Нижний Темза, отлично. Мы с этой стороны. Так. Здесь, кстати, можно по берегу реально пройтись. Подожди. Защити нашу свободу. А, нет, это мы уже читали такое. Показалось, что новое что-то. Так, ну смотри, здесь есть... Или это не проход? Это такой небольшой тупичок. Значит, проход пока один. Вот сюда. Так, смотри. Здесь есть переход узкий туда. Я предлагаю вначале по берегу пройтись. Потом уже начинать все это. Кстати, наверх мы можем запрыгнуть. Так, все. Так, смотри, а это и есть тот переходик. Сейчас. Посмотрим, что здесь.
Можно и по переходику пройтись, только потом не выходить с той стороны. Да, туда пока не выходим. Вот мы прошлись до края этого перехода, но возвращаемся к исследованию берега. Ну, чтобы все по порядку. Так, здесь что у нас? That inside. Это там на берегу кто-то по-любому мокает. Так, смотрим. Здесь еще один проход. И можно спуститься на берег. Так, и готово. Здесь тоже посмотрим все. This poor man has just been slaughtered by a vampire. The body's still warm. На этот мостик мы запрыгнули, вот который сейчас сверху. Вот по этой лесенке мы спустились. Можно сейчас, наверное, туда до тупичка дойти по берегу. Понятно, что здесь наверх можно опять же запрыгнуть. Ну, надо и здесь осмотреться. На корабль нельзя прыгнуть. Здесь тоже наверх можно залезть. Здесь можно напрямки пройти по проходу, ладно. Это мы все учтем. Не торопимся, осматриваемся как следует. Так, о. I cannot enter. Дверь заперта, это куда-то в канализацию. Так. Так, здесь у нас тупичок, да? Ну да. То есть, смотрите, здесь мы до тупичка дошли. Еще в эту сторону дойдем до тупичка. Пока не идем, да, по этому проулку. Я вижу, там кто-то стоит, и это кто-то враг. Явно. А может и гражданин. Здесь же у нас будут еще новые граждане, которых мы еще пока не знаем, но познакомимся, да? Так. Красота. Красота, красота. Та-та-та-та-та-та-та. Так, теперь нам надо решить, как нам лучше теперь пойти. Я предлагаю сейчас пойти вот по этой улочке. Потом, соответственно, вот спуститься обратно к берегу. Потом вот этот квадратик подзачистить.
Потом уже пройтись вот сюда, до этого места, до которого мы дошли. Сюда, ну и так вот постепенно кружочек завершать. Давайте приблизительно по такому плану и будем двигаться. Хотя, смотрите, здесь еще есть такая тема, что... Здесь есть еще такая тема, что там по мостику можно перейти. Ну по мостику это мы переходим, получается, вот сюда. Угу, здесь будет проход. Вот лестница, по которой мы спускались. Здесь еще один проход. Ну, не будем забегать вперед, да? Вроде и не забегаем вперед. Ну да, стражей здесь много. Так, отлично. Вот мы сделали кружок, кстати говоря. Здесь можно вот сюда спуститься. И снова выйти в доки, как говорится. Можно пройтись здесь. Вон, смотрите, сколько их там стоит. Как бы сюда вышли. Вот, казалось бы, да, территория на самом деле небольшая, совсем небольшая, но вот когда начинаешь по ней бродить, понимаешь, что надо очень внимательно осматриваться. Так. Finest beer. Так, смотри, там тот путь пойдет наверх у нас, получается, а мы сейчас по нижнему пока пройдемся, да? Ну да. Пока пройдемся по нижнему. По нижнему. Угу. Так, смотрите, здесь какой-то у нас окрестности ночлежки. Так, что у нас тут? Какой-то домик. Домик. Даже со вторым, даже со вторым этажом. Так. Главное потом не запутаться, в какие домики мы заходили, в какие нет. Ай, слушай, это мы знаешь куда? Это мы наверх выбрались, как ни крути. Ну да. Мы, короче, наверх выбрались. Здесь вот можно спрыгнуть вниз. Там еще дверь была, которая вроде как не закрыта. О! Мы ее открыли. То есть это мы, получается...
Берега Нижней Темзы. А, ну вот, смотрите, это мы вышли вот сюда. На этот мост, под которым мы проходили. Угу. Ясно. Понятненько, ладно. Вот так вот постепенно туда-сюда разберемся. Вот этот дом, да? Да. Вот тут можно пройти дальше. Можно пойти по переулку. Так, вот смотрите, это мы дошли до вот этого проулка. Да, вот до этого проулка мы дошли. Так, то есть получается, что у нас сейчас вот эту территорию постепенно... Да, постепенно вот эту всю надо обследовать. Здесь опять наверх можно запрыгнуть. Так, а вот, кстати, ворота, которые закрыты были. Все, теперь мы эти ворота открыли. Отлично. Теперь мы эти ворота открыли. Так, здесь что у нас? Так, слушай, ты сейчас там на сюжет случаем не выйдешь, так? Куда так идешь, хоп, и случайно скакнешь на сюжет. А я хочу перед тем, как идти на сюжет, во-первых, то расследование с расклейкой плакатов завершить, и, возможно, еще с горожанами познакомиться. Хотя не факт, что они все сейчас появятся сразу. Может быть, потом, как раз. Вот мы по сюжету, когда пройдем, они после этого появятся на улицах. Ну, либо в домах где-то. Такое же уже было в предыдущих районах тоже. Только какой-то горожанин появлялся не сразу. Так, это мы выходим. А вот, кстати, там внизу горожанин сидит. Это самое интересное. Разберемся потихонечку. Так, это мы сейчас где вообще? Ну, это мы где-то здесь. Я думаю, спускаться сейчас вниз сюда. А почему бы не спуститься? Тем более тут горожанин сидит.
Это что-то типа таверны, хотя нет, вот рыба лежит. Рыбная лавка. Да сейчас я поговорю с тобой, не парься. Сейчас я с тобой поговорю, не переживай. Так, туда дальше я пока не иду. О, смотри, здесь еще. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? Позвольте мне войти. I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Угу. Вот, это как раз та самая, которую нужно подлечить. Так. Посмотрим, что у нее в доме есть. Угу. It's locked. Неоконченное письмо. Родни, я только что узнал о том, что произошло сегодня вечером. Я побежал к тебе, но ты уже ушел. Вот я пишу тебе эту записку. Это правда, что ты убил его? Невероятно. Почему? Что произошло? Мне очень нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, найди способ связаться со мной. Я знаю, что ты можешь быть очень осторожным. И поэтому, чтобы ты знал, что это не ловушка, давай при встрече использовать код. Я посвящу свое имя, Джек, азбукой Морзе, а ты свое. Когда ты поймешь, что это в самом деле я, а пока это хорошо, что ты прячешься. Мокрые ботинки разгуливают по всему кварталу и говорят, что накажут того, кто убил одного из них. Когда все утихнет, мы с тобой договоримся и все уладим. Так. У нас там новый этот... Так, Родни, вот он. Родни Грейдер потерян. Родни сбежал, убив одного из членов мокрых ботинок. Ага, то есть его надо будет где-то искать, понятно. Ну, Ингрид, она у нас и так уже была, ее просто подлечить надо, и у нас остается 3 неизвестных горожанина. 2 явно дама и 1 джентльмен. Хорошо. А, ну 1 джентльмен, это, наверное, тот, который снаружи дома, кстати, сидит. Так, еще поговорить с ним. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Так, все, ее мы подлечили. Это классно. Потому что в этом районе, ну, может быть, кто-то из этих 3 больной еще тоже будет. Но пока тут все неплохо в районе. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Что происходит в округе? What can you tell me about this part of town? Oh, no. I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. О вас кто-нибудь заботится? Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course.
Есть ли здесь влиятельные люди? Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Так. Что случилось о том, что случилось с Джеком? Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Ой, слушай, даже не знаю. Учитывая, что она все равно забывает, давайте не будем ей говорить, что он погиб. Скажем, что он заботится о ней. Jack takes good care of you, Miss Gillingham. He does indeed. My Jack is the best son a mother could ask for. Мне кажется, это более гуманно. Так. Спросить о Шоне Хэмптоне. I'm looking for a Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, I cannot recall from where. Так, ладно. Goodbye, Miss Gillingham. С ней поговорили. Так, теперь... Так, мы спустились по вот этой лестнице, да? Да, мы изначально сюда пришли по этой лестнице. Здесь есть проход туда. Ну, я бы туда пока не торопился. Но с этим мужичком мы поговорим. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Так, ты у нас... Так, он у нас здоров, да? Угу. Мартин Найтингел, вот он. Значит, еще 2 дам осталось в этом районе открыть, и вот этого Родни Грейдера найти. Так, ага. Зачем вы прикидываетесь бизнесменом? Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Мартин предпочел стать нечистым на руку торговцем, чем вступить в банду. Что происходит в округе? What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. А кто эта пожилая женщина? Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Так. Иннет порой принимает Мартина Найтингела за Джека. Ну да. Печально. Так. Так. Угу. Что случилось с ее сыном? How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Yeah. Почему не обратиться за помощью? Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that.
I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Торговать. Ну, давайте посмотрим, чем он торгует. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Так, это у нас группы вампиров искали. Он реально продает коллекционные предметы, офигеть. Конечно, мы купим. Музыкальная шкатулка, в которой лежит сложенное письмо, тоже купим. Образец свежей крови. Are you certain you're not lost, sir? You seem quite a stranger to these parts. Так, что мы там купили-то? Шкатулка с письмом. Музыкальная шкатулка. Дорогой Джек, я пишу это письмо, пока у меня еще есть сила и воля. Мне нечего скрывать и нечего бояться. Кроме того, я хочу тебе сообщить. Я всегда знал, что ты станешь важным человеком, хорошим и добрым. Я знал это еще тогда, когда ты был маленьким и любил читать больше, чем играть во дворе. Я знал это, когда ты помогал мне донести покупки, прежде чем пойти в школу, и убирался в доме, когда приходил из нее. Я горжусь тобой, сын, не только потому, что я твоя мать, но и потому, что у тебя так хорошо все получается. Мне жаль, что в последнее время я стала для тебя такой обузой. Всегда помни, я люблю тебя и надеюсь, ты никогда не забудешь о том, что ты любишь меня, Иннит. Понятно. Ага, так, Иннит чувствует себя виноватой из-за своего сына Джека. Так, ну мы же там, по-моему, еще коллекционочку взяли, да? Вот, группа вампиров искали, да. Вот это так оно и называлось. То есть у нас теперь получается 8, 8 и 5, 13. То есть 17 еще нам осталось. Группа вампиров искали. У вампиров и стражей никогда не будет общих интересов. Никогда. Пока я жив, этому не бывать. Этого не случится и после того, как я передам власть другому лидеру и умру. Кое-кто из нас видел странного огромного вампира, который, как и мы, охотится на скале. Он хорошо одет и обладает даром красноречия, но не обманывайте себя. Даже если этот неизвестный кровосос и его друзья ненавидят скалей так же сильно, как мы, остальные укрывают их в обмен на верную службу. Разведчики сообщают, что в лесах Шотландии кто-то проводит странные кровавые ритуалы, человеческие жертвоприношения древним языческим богам. Возможно, ритуалы и человеческие жертвоприношения... возможно, это противники лондонских вампиров. Но никто из этих кровососов не может быть нашим союзником. Всех вампиров нужно уничтожить. Союзов между нами быть не может. Враг Кендалл Стоун, основателей Стражей Привена. Понятно. Так, сейчас я просто... Почему я в тот проулок не пошел? Я сейчас вернусь. Так же, как я сюда пришел. И там еще другое место осмотрю. Вот, это мы здесь запрыгнули. Здесь мы открыли ворота. Хотя, в принципе, мы, походу, все равно сейчас выйдем, просто немножко с другой стороны. Так, ну это мы тоже уже читали про комендантский час. Так. Ну да, это мы тоже уже... Один раз, но мы такое тоже уже встречали объявление. Так, окрестности ночлежки. Так,
это мы с вами выходим. Выходим. А, ну вот мы практически круг сделали. Вот, кстати, эти ворота сейчас тоже откроем. Которые были закрыты с той стороны. Отлично. Так, вот это ночлежка, я так понимаю. Я просто так стоял. Так. Вот у нас здесь, да. Это вот этот двор, в который мы выходили по другому пути. Вот это вот прямо ночлежка. Доусон и Доусон. Блин, а как у нас плакаты? Задание от горожанина. Поговорите с человеком, который прячется... Стоп. А как у нас расследование переключилось? Я не понял. Стоп, подожди. Человек, который прячется в канализации, это хорошо, но у нас... А я и думаю, что-то метка была вроде недалеко, да? Антивампирский плакат. Опасность ближе, чем вам кажется. Они уже здесь. Не дайте им захватить королевство. Вы видели вампира? Обратитесь за помощью. Иховод Трогмартон. Опытный охотник на вампиров, да. Так, куда нам вешать их? Пойдемте вешать. Так. Куда вешать-то? А, в смысле сжечь? А, то есть нам их надо было сжечь, а теперь поговорить с этим? А он уже здесь, реально? Он вернулся из района куда-то сюда? А где он здесь? Короче, его где-то здесь надо искать. Так, ну в ночлежку мы пока не идем, это понятное дело. Пока тут пообследуем. Так, это мы вышли. Мы вышли с вами. Или нет? Или да? Так. Здесь мы уже ходили. Да. Все, понял, куда мы вышли. Здесь мы с вами ходили. Отлично. Вот домик. Там можно было выйти. Да. Так, где этого хрена теперь еще искать? Этого охотника на вампиров. А, ну вот. О, кстати, а вот туда выше мы не забирались с вами. Это самое интересное. А это убежище. Это убежище. Так, ну я сейчас этот опыт распределять пока не буду, чтобы у меня новые заболевшие не появились, чтобы они меня пока не отвлекали. Вот, поэтому вот верстаком я воспользуюсь. Сейчас мы глянем, что здесь еще есть. А, ну здесь скромное убежище, то есть кровать, верстак. И, в принципе, больше практически ничего и нету. Блин, тут где-то этот... Поговорите с иховодом. Может он все-таки... Не, ну раз метка стоит здесь, то он где-то здесь уже на районе должен быть. У нас тут пока ничего нету, да? Я понял вас. Так. Давайте попробуем
Парабеллум. Так, а что у нас? Старый парабеллум, ну. А, то есть он у нас уже улучшен, что ли? Парабеллум. До 4 мы его не можем качнуть. Здесь у нас урон 82, скорость 10, время перезарядки 15. Здесь у нас урон 68, ну то есть значительно ниже. Скорость стрельбы 5, время перезарядки 10. Магазин 9, оглушение 5. Магазин 6, оглушение 15. Ну, как бы... Пока не вижу смысла меняться на парабеллум. Опять же, вот как в принципе и с этим пистолетом. Как бы есть у этого преимущество перед парабеллумом, но и у парабеллума есть перед этим преимущество. Поэтому пока оставляем так, как есть. Ладно. Отлично, это мы вышли. Вышли мы. Ну да, это вот порт. Тут мы уже осматривались. Здесь также, опять же, можно спрыгнуть на территорию ночлежки отсюда. А выше нам пока не пройти, да? Не, я могу спрыгнуть на территорию ночлежки, но нам туда, по идее, по сюжету же. Мы сейчас аккуратненько здесь тоже осмотримся. Здесь женщина какая-то стоит. Одна из тех двух, которых мы еще не находили. Отлично. Так, вот она ночлежка. Но внутрь я пока не захожу. С дамой я поговорю, но я хочу вначале расследование закончить, а потом уже идти по сюжету. Но с дамой с этой я поговорю. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Так, она здорова, да? Она у нас здорова. Ну что ж, это неплохо. Где вы работаете? May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Врачом быть нелегко. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Вы предвзято. Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Of course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me.
Угу. Что скажете об этом районе? What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Так, скажите без обиняков. If you have something to say it. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Вы считаете меня врагом? You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Так, я борюсь с нищетой. You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reed. Так. О профсоюзе. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. Ваши убеждения стоили вам работы? You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Профсоюз вас не поддерживает? Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank... Так, жизнь потеряла... Жизель потеряла деньги профсоюзов, в которые входят. Too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Новое расследование трофеи. Что у нас тут за новое расследование? Трофеи. Найти тех, кто обокрал. Так, ладно, это мы поищем. У нас уже тут 3 расследования новых. Так. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Так, а вот там, кстати, вторая, которая полы моет, это по-любому вторая, которая не достает. Ну дайте я вначале во дворе осмотрюсь. Я думаю, та никуда не пропадет пока что. Так, вот эти ворота, через которые мы могли зайти с этой стороны. It's locked, all right. Закрыто, значит закрыто. Так, здесь как-то есть проход. Блин, я сейчас как раз к метке приближаюсь. Понимаешь, в чем прикол? Ну так вообще здесь вроде тупик. Прыгнуть наверх, как я смотрю, нельзя. Ладно. Блин, сейчас надо как-то аккуратно со второй поговорить. What have we here? Lost your horse, governor? Or are you just out of your mind? Она полы моет, да? Блин, мне главное, чтобы скрипт не сработал. Главное, чтоб скрипт. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town?
You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Так, она здорова. Ага, все, всех персонажей в этом районе мы открыли. Замечательно. Больницы у нас все открыты. Ну, здесь тоже все открыты, ну, с тем исключением, что у нас основательница района, увы, погибла. Точнее, стала скалем, но в остальном-то все неплохо. Здесь не опасно работать по ночам? Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Вы бездомные? Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Печальный святой? What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he is not always sad. Что скажете об этом районе? What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Думаете, мне стоит уйти? You really think I should go back to a safer place, miss? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Чего стоит опасаться? Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss Paxton. I know I promised you I'd make everything right, Mum, but it's not been that simple. Так, ладно, ночлежку я продолжу исследовать попозже. Сейчас я хочу все-таки найти этого а-ля охотника на вампиров, который дал нам плакат. Кстати, можно же зрением воспользоваться. Слушай, а может он действительно там еще до сих пор? В этом... В доках в тех находится. Давайте сбегаем. Тут не так уж и далеко. Учитывая теперь, что шорткаты мы открыли. А то, может, я его буду здесь искать, а он там до сих пор тусуется. Момент. Чтобы сразу уже завершить расследование. Одно из... Так. Ну да, он здесь тусуется до сих пор. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Так, сообщить об уничтоженных плакатах. I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Михаил считает, что Джека Гиллингема убили. Так, подожди. Считает себя защитником ночлежки Шона Хэмптона. Ага, понятно. Так. Здесь ничего.
О защите ночлежки. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Shornhampton Shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Ну, вот видите, здесь бывает. Хотя, возможно, что если бы мы... Расследование завершено. Если бы мы передохнули, ну, то есть легли на кровать и перенесли в следующую ночь, скорее всего, он действительно ходил бы уже там, по району, где стояла метка. Так, давай. Дальше там еще расследование. Кто ограбил сестер? Ага, это в порт надо идти. Ладно, поперли. Ну, я имею в виду прям сами доки, где мы изначально вышли-то. Можно прям здесь пройти. Так, ну а так мы вообще, по идее, территорию... Ну, кроме, да, еще в самой ночлежке внутри надо полазить. А так, эту территорию мы с вами более-менее осмотрели. Даже, я бы сказал, не более-менее, нормально так осмотрели. Вот. Меня вот это тело немножко смущает, на котором говоришь, что его только что недавно убил вампир. Ну, второй раз уже осмотреть нельзя, но когда мы вот впервые подошли к этому телу, он сказал, что типа недавно убил вампир. Так. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Giselle's stolen money. Priwen has some мы нашли, короче, unethical ways of financing their war. Вернуть деньги, оставить себе. Нет, мы вернем деньги сейчас. Мы глянем, здесь ничего больше такого нету. Кстати, у нас там же еще одно расследование, где чувака надо в канализации найти. Так. Но оно как-то странно отмечается на карте. То есть оно здесь, а как туда я проникну, вопрос. Ну, то есть дверь в канализацию я знаю, вот она здесь внизу есть, но она заперта. В том-то и дело. То есть вот, пожалуйста. It's locked. Возможно, что по этому заданию мы действительно позже попадем. Ну ладно. Записка Стражей Привена. 27 октября. Командный пункт Стражей Привена. Кому патрулям в доках. Тема охотник на вампиров. Самозванец. Избегайте. Наши разведчики обнаружили в районе доков Истенда некого Иховода фамилия у него, конечно, Трогмартона. Возможно, вы видели, как он патрулирует окрестности по ночам, утверждая, что он специалист по истреблению вампиров. Этот человек самозванец. Он даже не мошенник, ведь он не берет плату за работу, но при этом понятия не имеет, о чем говорит. Если он предложит вам сотрудничать или провести совместную охоту, откажитесь и отпустите его. В бою с кровососом этот человек не более чем приманка. Стражи Привена считают Иховода настоящим охотником. Его? Не считают Иховода настоящим охотником на вампиров.
Понятно, что это в канализацию этого товарища искать. Но канализация пока закрыта. Хотя, возможно, в эту канализацию есть и другой вход. Я этого отрицать не буду. Сейчас мы сестре отдадим деньги. И продолжим обследовать ночлежку изнутри. Так, привет. You again? What do you want? Рассказать о ворах. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Да, конечно. Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. I'm... Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Расследование завершено. Так, Жизель дружила с сыном Иннет Гиллингем. Будь здорова. Так, задание от горожанина. Ну, пусть оно пока будет отмечено. Да, так мы сейчас будем ночлежку исследовать. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Так, давайте сейчас мы здесь сделаем небольшой перерывчик. Come now, Lottie. There is still much work to do. На похлебнуть водички, а потом еще дообследуем с вами эту ночлежку. Вот. Посмотрим, может она нас в канализацию и выведет, только с другого входа. Всякое же может быть. Ночлежка, ночлежка. Старая газета. Бомба взорвалась на рассвете перед оружейным заводом Доусон и Доусон, крупнейшим предприятием района. Взрывной волной выбило все окна в северном Саутуарке. Это чудо, что погибли только 2 человека, заявил старший суперинтендант Александр Брайтон. Это к чему это относится, газета старая? It's locked. Так. I cannot enter. Здесь тоже закрыто. Кухня а-ля. Вон там вниз можно спускаться, кстати. Я не пойму, там тупик или не тупик. Сейчас мы еще здесь осмотримся.
А это что за мужик? Сложенный лист бумаги. Боже, прости меня за то, что в чем я сейчас признаюсь. Иногда я жалею о том, что спас Дайсона Дилейни, когда он упал в канал. Вот я это сказал. Прости меня, Господи, ведь я просто грешник. Дайсон, возможно, самый сложный человек из тех, с которыми я имел дело после того, как открыл ночлежку в Ист-Энде. Я много лет пытался понять, почему этот человек так меня раздражает, и кажется, недавно я это понял. Дайсон перестал сражаться. Навсегда. За свою жизнь я видел много пьяниц, мужчин и женщин, богачей и бедняков, молодых и стариков. Я видел, как они сражаются со своими демонами, со своим прошлым, чувством вины и неудачами. Иногда они способны выявить скрытый в них порок, а иногда так и не могут определить истинную причину своих несчастий. Но в большинстве случаев для этих людей пить значит продолжать борьбу. Конечно, это бесполезный и разрушительный вид борьбы, но по крайней мере это саморазрушение означает, что нечто заставляет их страдать, и они по-прежнему сражаются с этой болью. Даже такой отъявленный алкоголик, как Уильям Бишоп, продолжает бороться со своей зависимостью и молить о спасении, о свете Христовом. И пока они хотят увидеть этот свет, у них есть надежда. У Дайсона Дилейни надежды нет. Он пьет не для того, чтобы заглушить боль. Нет. Теперь я убежден, он сознательно пьет для того, чтобы испытать радость садиста, уничтожая все надежды. Если честно, то я даже не знаю, какой грех хуже, намеренно отказываться от надежды или беспечно наслаждаться саморазрушением. Дайсон Дилейни. Так. Дайсон был убежденным. Так, Шон Хэмптон спас Дайсона, когда тот пьяным упал в канал. Понятно. Так. Подожди, а ты кто такой? Подожди, это Шон? Вы же сказали, что он в скале превратился, алло. Нифига он в скале не превратился. Скали не могут обратно превращаться. Тут явно пароход, но мы пока его никак не можем взаимодействовать с ним. Я, конечно, сейчас с ним поговорю, это понятное дело. Вот, но я сейчас хочу еще сбегать вот там вниз был путь. Посмотреть, все-таки там тупик или можно. А он еще и наверх может. На скале он точно не похож. Это еще мягко сказано. Так, здесь тупичок, да? Ну ладно. Я просто думал, здесь проход будет. А вот смысл этой коробки я вообще не понял. Я сейчас ее открыл, но внутри, походу, ничего не было. Да, сейчас мы еще наверх сходим. Там лестница была наверх. Вот еще дверь закрытая есть. Так. Какая-то комнатка есть. Отлично. Короче, был канатный завод, стала ночлежка. Да я понял. Мы его уже нашли. Просто я решил тут еще осмотреться. Дополнительно, так сказать.
Ладно, сейчас поговорим с самим Шоном. Он нам скажет интересного. Здорово, подожди, Шон. Вот теперь здорово, Шон. Why the long face, Doctor? Или он все-таки... Подожди, но лицо у него слегка окровавленное. Зрачки маленькие, но я бы не сказал, что он на скале-то похож. Или он типа что? Ну вот другие скали, которых мы видели, в них как-то человечности было меньше. То есть он был настолько набожный, что он даже скалем. То есть он реально стал скалем и выглядит как человек. Вот я говорю, здесь единственное, что вот они сделали ему окровавленное лицо и зрачки такие вот маленькие. Если бы они этого не сделали, он бы вообще на скале не был похож ничем. Ой, так. Мы оба сильно изменились. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Ваша сущность не пугает вас? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Вас останавливают священные символы? Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Теперь вам придется пить кровь. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Зачем вы вернулись сюда? Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Заботливый Скаль, да? Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? Помните Уильяма Бишопа? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Вы убили Харриет Джонс. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Значит, вы невиновны? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Вы ведь хорошо знали ее. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. Так, вы не убедили меня. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Ага, ключ от канализации он нам дал, отлично. Я впечатлен. I have to see for myself. But your sense of purpose and calm gives me some relief. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Так, дурная слава. Шон Хэмптон клянется, что никого не убивал. Доказательство он дал мне ключ от местной системы канализации. По его словам, все доказательства я найду там. Кроме того, он сказал, что будет ждать моего возвращения и подчиниться любому моему решению. Не знаю, можно ли ему доверять, но его стойкость произвела на меня впечатление. Угу.
Возможно, что обратно мы как раз и через этот шкаф выйдем. То есть сейчас мы пойдем от начала канализации. Потом мы выйдем через этот шкаф. Вот. Но я думаю, что в канализацию мы с вами все-таки пойдем уже на следующем стриме. Так, сейчас мы пойдем в убежище. Даже можно было запрыгнуть. Как раз оно здесь будет недалеко от места, куда нам нужно. Смотрите-ка. Ты что у нас там появилась в больнице? Доктор Свонси и леди Эшбери. С каждым доступен новый диалог. Нет, тогда мы с вами, пожалуй, сейчас прогуляемся еще до больницы. Нет, тогда мы делаем не так. Ладно, тогда мы прогуляемся до больницы. Поболтаем с ними. А потом уже вернемся сюда и сохранимся. Вот, давайте сделаем так. А только там, кстати, появились восклицательные знаки. Может, еще где появились? А не, вроде больше нигде не появились. Как нам лучше пройти? Будет самый быстрый путь до больницы. Хотя, с другой стороны, можно и в больнице сохраниться. Знаете почему? Потому что могут появиться те, кого надо лечить, в том числе на территории больницы. И потом, если мы сейчас пойдем опять туда, надо будет возвращаться. Да, давайте засейвимся мы на территории больницы. Так, что нам не нужно. А тогда уже на следующем стриме, не спеша, отправимся снова в доки. Ну и там будем свои дела, как говорится, вершить. Так, леди Эшбери, вот она. How are you this evening, Jonathan? The scowl that escaped from the hospital is eluding me. He must be caught. Scowls are a risk to the balance we maintain. It needs to be stopped. Маккалум бросил вызов доктору Свонси. The head of the guard of Prewan stopped by to see Dr. Swansea. You have nothing to fear. The guard would not risk openly challenging the Brotherhood. Even they are not that foolish. Они могли найти вас. Now that the hunters are aware of my presence, they could discover your whereabouts too. Don't worry. I've evaded those jackals in the past, and I shall do so in the future. And besides, who would ever suspect the kind Samaritan Lady Ashbury? Разногласия между фракциями. I noticed there was no love lost between the Brotherhood and the Guard. They share the same fascination in our species, but they diverge from any commonality in thought. Talk to Dr. Swansea if you wish to know more. Кажется, я встретил своего создателя. When we were at the funeral,
I had a feeling. I think I met my maker. You do not have to tell me if you don't wish to. Лучше не говорить. Should I not? In most circumstances, a vampire would not discuss his maker. There is a strong bond that exists between a maker and their progeny. Он не называл меня... Он не назвал мне имени. There is almost nothing to say. He appeared in a gush of blood, prattled off some riddles, and vanished without even telling me his name. Be on guard, Jonathan. Whoever your maker is, he's obviously as powerful as he is elusive. Вы так ненавидите скалей? You certainly hate skulls. No, not hate. I pity them. Damaged and broken for eternity. Can you imagine, Jonathan? Can you imagine what they must be suffering? Они все одинаковы? I would not have labeled them all the same. I've met some that are quite clever, in fact. Much like people. I am sorry. You should know Skal is derived from slave. Vampires have never looked kindly on their lesser progeny. Можно ли им доверять? Do you think they can be trusted? They are weaker than us in every sense. From their abilities to being able to control their hunger. There is a savagery in them. Goodbye for now, my lady. Так, теперь мне еще с Туонси надо поговорить. Поговорим с Суонси. Jonathan, have you got any news about Sean Hampton? I'm still investigating. In the meantime, I have some questions. All right, just ask. Так. Разногласия со стражами Привина. What is the antagonism between your Brotherhood of St. Paul's Stole and the Guard of Priwen? It is an old and sad story, Jonathan. The story of a betrayal and of a definitive schism. Кто кого предал? Who betrayed who? I suppose each side would tell you the fault lies with the other. This I know for sure. A long time ago, members of the Brotherhood chose to hunt down vampires. Сколько вас? How many are you in the Brotherhood? You mean today? Not many. A dozen, perhaps even less since the war. We are scholars, Jonathan. We favor quality to quantity. Как вы встретились с леди Эшбери? Tell me, Edgar, how did you meet Lady Ashbury? I met her 9 years ago. I was working in Scotland at the time in a sanatorium the good lady visited from time to time. She subsequently offered me a position here, at the Pembroke Hospital. Почему она пригласила вас? Why offer you this position? I'd already been experimenting with blood-borne diseases and transfusion methods. Without success, I'm afraid. How could I refuse such a fascinating creature? So, in 1911, I took charge of the Pembroke. Так, откуда название больницы? Pembroke Hospital. Why that name? I'm not quite sure. I think it's meant to refer to the Earl of Pembroke. Perhaps it's someone she used to know? Tell me, Edgar, have you ever heard about a vampire made of blood? I mean, without any physical form, but a shape of blood. What are you talking about?
Have you seen such a phenomenon yourself? No. I was just daydreaming. Since blood seems to be the key of our existence, I imagined what could be the ultimate state of a vampire. I see. Well, too bad you didn't see such a creature. It could have been a fascinating subject of observation. Tell me, Edgar, have you ever heard about a vampire made of blood? I mean, without any physical form, but a shape of blood. Так, все, восклицательные знаки исчезли. Отлично. Ну все, идем тогда в кабинете доктора Рида сохранимся. Я вначале думал вернуться туда, сразу в доке. Но потом я подумал, что после сохранения у нас могут появиться заболевшие в этом районе. Поэтому, естественно, что мы лечить их уже будем на следующем стриме, понятное дело, но... Так, мы, походу, все прокачали на самом-то деле. Ну да. А для чего теперь нам будет опыт использоваться? У нас опыт просто копится? Ну ладно. Следующей ночью. Ну, я как и предполагал. Смотрите, сколько тут у нас сразу заболевших. Ага. Между тем в Уайтчепеле мы... Ну, только вот этот мужик, которому 3-й уровень гипноза нужен. Отлично. Но здесь все, кто заболел, они здесь в больнице находятся, поэтому вылечить их не составит проблемы. Здесь никто больше не заболел. Ну и все отлично. Вот. Так что лечить местных мы будем уже на следующем стриме. Вот. Ну, сегодня без лишних разногласий и предисловий. На этом наша трансляция подошла к своему логическому завершению. Мне остается поблагодарить всех тех, кто присутствовал на данном стриме в онлайне. Отдельная и постоянная благодарность всем вам за ваши лайки, дизлайки и комментарии под видео и стримами. А трансляцию для вас подготовил и провел Tiazar, он же Максим Бривко. По традиции хочется пожелать всем нам успехов в любых творческих начинаниях, а учитывая достаточно поздний час, хочется пожелать доброй ночи и приятных сновидений. Ну а мы с вами скоро вновь услышимся. Обязательно где-нибудь увидимся и все непременно поиграем. До новых встреч, друзья мои. Всех вам благ.